дорогие друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Леха Hardplay. И сегодня мы с вами, я подзадержался, извините, пожалуйста, Чада из ада. Уже 2 ролика вышло, 3-й сезон, 3-я серия, потом еще 4-я серия, а там еще беременна в 16. И я упустил вот это вот все вот с этими Counter-Strike'ами вашими, да. Короче, я начну с 3-й серии, 3-го сезона. Телеканал Ю, я вас люблю. Да, они меня не блокируют. Потому что молодцы, да. Потому что красивое тянется к красивому, да. И скромное к скромному, да. Ну, как говорится, поэтому мы друг друга с тобой, вот это у нас, да, между тобой, да. Напоминаю всем, одно единственное скажу и все. Сейчас все думают, то, что будет реклама, ничего подобного не будет. Просто скажу, вот телега наша, а в телеге знаешь что? Оповещение о стримах. А знаешь что еще? Правильно. Розыгрыш iPhone 15 Pro Max Quattro 4×4. Это значит что? На самом деле просто 15-го, я не говорил про. Да, но если там нормально залетите, то и про разыграем, как говорится, да, ну, на миллионеров. Значит, просто нужно подписаться на канал и на телегу. Все, это никакой не гиф, просто от меня, просто от души, потому что так хочу, да, потому что я красивый. Подписывайся, мой сладкий, да, и стримы не будешь пропускать, и шанс на айфончик есть. Так что подписывайся, как только 200 тысяч подписчиков тикнет, сразу начинается розыгрыш, да. Аттракцион неслыханный, мать его, щедрость. Среди бесплатных везде подписчиков. Никаких подводных пожилых камней. Подписка, да, это, ну, что вы, кто на Samsung гоняет? Айфон продать можно. Можно купить хороший телефон, да. Все, поехали. Давайте. Сегодня смотрим Чада из ада, 3-й сезон, 3-я серия. Сказали умопомрачительное. Ссылку на телеканал я оставил внизу в описании. Лайк поставил, все поставил. Извините за задержку. Господи! В наш проект поступил призыв о помощи. Санкт-Петербург. Какое буррито соли кусковой. Это отсылка к ролику про буррито. Есть на канале. От семьи Максима Гурбанова из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, меня зовут Ольга Гурбанова, и я мама Максима. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Левин, и я дядя Максима. Максиму 17 лет, и еще 2 года назад я была уверена, что задала ему правильный вектор развития, но Максим сменил школу и, соответственно, сменил свое окружение. там он обрел друзей-мажоров. Появились замашки этих мажоров, и он стал меняться прямо на глазах. Перестал уважать людей, он начал их делить на богатых и бедных. Ничего себе! Отношение к людям, исходя из их дохода. И последним Всё ясно. случаем вопиющим стала Вопиющим. ситуация, когда Максим за Вопиющим. 2 дня на очередной тусовке Выпил 2 литра водки. потратил 200 тысяч рублей. У нас больше нет Чего? сил, у нас И денег. основная надежда – это ваш проект. И сейчас Заблокируйте карту, у меня наушники даже выпадают. Карту можно заблокировать. Заблокируйте этим додиком карты. Все, ничего, все. И не надо будет никуда не в проекты, никуда обращаться. Просто блок. Заходишь в телефон, один палец улыбалится, одна кнопка. Пум. Все, нету ни Максима, ничего нету. Больше ни проблем, ничего нет. Ни денег. мы обращаемся в ваш проект для того, чтобы вы нам помогли его вернуть в нормальную реальность, чтобы Максим изменил свои взгляды, чтобы он понимал, что любой... Не, ну труд- Максим, конечно, имя пограничное. Макс, вот Макс. Вот это вот нормальное имя, знаешь, вот, ну, как кореш, вот Макс, да? Но Максим, это, конечно, такое опасное. труд, Пересмотрел свое отношение к деньгам, к людям. пожалуйста, помогите. Ольге Гурбановой 36 лет. Она занимается продажей Окей, let's go. элитных домов и коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге. Ивану Гурбанову 38 лет. Работает водителем грузовой машины. Когда Максиму было около месяца, Иван ушел из семьи. Так, одну секунду. Я надеюсь, там не занято местечко вакантное. Сейчас у него новая семья и 2 дочери. Вот. С Максимом общается в Вот. основном по телефону. Вот,
Он ушел от нас Да по ушел той и- простой причине, что его семья не приняла нас с Максимом. И мы сказали просто: Не расстраивайся, я вас приму как родных. они недостойны нас. Этого Тогда перевоспитаем. у Ольги не было образования, и, по мнению родителей отца Максима, не было и перспектив. Они посчитали, что Ольга не лучший вариант для их единственного сына. Бесприданница. Он бросил нас, потому что мы были недостойны. Осталась я. 18 лет он, мой малыш новорожденный. И весь этот Хорошая большой какая. мир. Как хочешь, так и живи. Оставшись в 18 лет одна, Ольга больше не вышла замуж. Она создала собственный бизнес и начала хорошо зарабатывать. Вдвоем с сыном они живут в центре Санкт-Петербурга в трехкомнатной квартире площадью 150 квадратных метров и стоимостью 25 миллионов. Я, конечно, не стриженный еще пока сегодня, завтра только пойду. Но, по-моему, и возраст подходящий, да, как я люблю. Май, ты что, я здесь жить буду? Доход Ой, мне очень нравится. семьи около 2 миллионов рублей Хоха! Выезжаю. в месяц. Максиму О, боже. Ой, извините. Гурбанову 17 лет. Он единственный ребенок в семье. Я считаю себя целеустремленным, Кем? красивым, ну и крайне богатым. У меня никогда не было проблем с самооценкой, поэтому я могу с твердой уверенностью сказать, что да, я король этого мира, и я этого абсолютно не стесняюсь. Я прошу прощения. Я, извините, пожалуйста, это не мое дело. А Максиму сколько? 17, да, лет? У меня в военкомате там знакомый есть. Когда у него 18 ему стукнет? Есть одно решение, 100% вопрос. Рязань! Вперед! Все, там все изменится сразу к лучшему. В воспитании Максима помогает Часы пробили! Максим! Подъем! Рота! Ох, блядь. Все нормально. Все, брат-близнец Ольги Дмитрий Левин. Он тоже риэлтор. Я сказал, что она может Ну, что-то это маленько сжалось. полностью на меня рассчитывать. Воспитание ребенка по вопросам какого-то финансирования, поддержки, внимания. А у нас прекрасность. Блядь. То есть нас еще и будут финансировать. Им складывались отношения с самого начала. 2 года назад Максим заявил, что в обычную школу он больше не пойдет. И Ольга перевела его в элитную частную школу в Москве, чтобы подготовиться к поступлению в московский вуз. Теперь чадо учится удаленно и ездит сдавать зачеты в Москву очно. Обучение обходится семье в 158 тысяч рублей в месяц. Я решил уйти из государственной школы в частную московскую, потому что я не потерплю к себе похабного отношения учительницы. Рота! Пожар в казарме! Все выносим на плац, блядь! Форма одежды номер раз, строимся на подоконниках, суки! Я орирую. Из государственной школы, которая работает за 50 тысяч рублей в месяц. И, на мой взгляд, она не имеет никакого права что-то мне доказывать и что-то меня заставлять делать. Путешествия на Сапсане в бизнес-классе и проживание в отелях Москвы опустошают мамины счета еще на 150 тысяч рублей ежемесячно. Да я чуть Сапсан не проспал. Вчера тусовка-то на Патриках была. Вообще ничего не помню. Слушай, ну сегодня вечером тоже тусим в центре. Я думаю, увидимся. И его друзья — это дети богатых родителей. Они не знают слова «нет». Они знают «хочу», «дайте». Максим, он стал таким же. Все получилось. Да сдал, как сдал, не знаю. Что, как готовился, так сдал. А звонил отцу, как он просил? Блин, забыл, мам, прости. Максим, ну что значит забыл? Это твой отец. О чем он мне будет рассказывать? Как он возит свой грузовичок? Мы с ним по социальному уровню разные, понимаешь? Нам не о чем с ним разговаривать. Кем бы он ни работал, так нельзя. Мы с ним кардинально разные, и у нас разные судьбы, и чему он может меня научить, будучи водителем грузового транспорта. В свободное от учебы и тусовок время Жизни он тебя может научить. Жизни, сынок. Но ничего, скоро за дело возьмется. Ой, как я люблю вот это. Просто это вот. Это я очень таких люблю, очень. Очень вот этих мамкиных бунтарей, это самый кайф. Это
Особенно, когда их несколько, да, в группе. Это вообще потрясающе. Время Максим пишет музыку, играет на гитаре и барабанах. У него есть Барабанах. диджейский пульт последней модели, на котором Чадо играет каждый день. В будущем Максим хочет стать известным диджеем, играть на мировых площадках и сотрудничать с топовыми музыкальными студиями. Аренда студий и уроки диджеинга стоят около 150 тысяч рублей в месяц. В целях у меня, конечно, отыграть на многотысячных фестивалях, отправляться в туры. Многомиллиардных, квинтиллионных, просто межгалактических фестах и просто unbelievable. Как диджей, как сольный артист. Это, мне кажется, достижимые планы, и в ближайшие несколько лет я этого достигну. Как только 18 стукнет, будет, знаете что? В окне автобуса поплыл. Военкомат сбились в кучу. Машут, что-то кричат. Ну все, я в армии. Поехали. Целый год без забот. Оденут, обуют, всему научат. Вообще все мировоззрение поменяется в лучшую сторону, 100%. У Максима особый принцип выбора друзей. Он делит людей на тех, кто достоин его внимания. Я прошу прощения, а серьга в ухе это пират или... Я что-то шляпы и корабля не вижу. Или это, как обычно? И тех, кто его не заслуживает. Он очень гордится, что у него такая мама, красивая моя, богатая, успешная мама, все остальные не люди. И вот так нельзя. Он абсолютно все прав. люди. А главное же не наличие денег, не статус. Конечно, нет. Главное оставаться человеком. Абсолютно Нет, верно. ты ничего не понимаешь. Ну хорошо, что ты это понимаешь? Я буду каждый Наверное, день в так этом это есть говорить. моя вина. Я его полностью Моя оградила от проблем. Я давала 2 миллиона ему оборотки в лучшее. месяц. Он не знал, что такое нужда. Когда я перешел в частную московскую школу, я, конечно, ощутил разницу в социуме питерском и московском. Там деньжат побольше, мне с этими людьми намного интереснее, у них более интересные тусовки. Типичный день Максима. Подъем не раньше обеда, недолгие онлайн-лекции в комфортном уединении с чашкой раф-кофе, поездка на студию, вечером походы в рестораны и на тусовки. На развлечения с друзьями 17-летний подросток тратит не менее 150 тысяч рублей в месяц. У него все, что ли, На по 150 общение с акция? мамой и дядей времени остается немного. Мне не нравится твое поведение. Мне не нравится твой разгульный образ жизни. Все друзья у меня так живут, мы все гуляем вместе, видимся, ходим по магазинам. А может быть, тебя на работу отправить? Может, тебе просто... А что ты думаешь, что нормальный Звезды человек дать, не может нет? работать? Но если я могу себе позволить не работать, зачем мне работать? Я не прав в своей позиции? Нет, ты не прав. Ты живешь полностью на моем обеспечении. Зато я хотя бы 50 тысяч могу на свои хотелки слить, а не чтоб семью прокармливать. И Максим у нас завел теперь личного водителя. Вот так вот встал. Вот видишь, стул стоит. Вот мне кажется, в большинстве бы семей, знаете бы, что было? Когда вот так вот он делает, Чтоб семью прокармливать. И Максиму и просто стул, он прям туда, за кадр, вылетает. И Максим внезапно понимает, что что-то он сделал не у так. нас завел теперь личного водителя. Все бизнес-класс, все класс люкс. И меня беспокоит Люкс? не то, сколько Максим тратит денег. Меня беспокоит, с какой Тратит легкостью наших он денег. тратит мои Нет, деньги. секунду, давай с Я этого разговариваю начнем. с Максимом по поводу Не лезь его в разговор. поведения, и Подожди. совершенно не вижу понимания. Подожди, не в надо. его Двух глазах. бородатых Он мужчин ведет не должно себя быть в доме. достаточно Должен быть один и нахально, красивый. развязно, Да. хамит. Желательно, чтобы Вообще Алексей всё то, звали. чего я раньше Давай, у не него надо лезть в замечал. наши отношения. Шопинг для чада тоже развлечение. Он тратит деньги матери, не задумываясь. В среднем в месяц на Наши шопинг деньги. уходит 250 тысяч рублей. В основном я люблю толстовки с капюшоном, но также иногда по ситуации я чередую Короче, с обсос одежды, я классическими понял. вещами. Любимая толстовка из Дубая. В ней я отыграл самое большое количество диджей-сетов. Свитер с мишкой. Он был куплен в новогоднюю пору. Также неплохой шелковый бомбер на лето. Очень люблю изображение медведей, тем более на одежде. Ее я надеваю крайне редко. У меня есть вот такая На белая копчики кофта набей. французского дома моды. Мне ее подарил дядя. Это пальто было отшито на заказ по моим меркам. Его я надеваю под рубашку, под поло. Вот такая модель.
Да, это французский дом моды. Он огромные суммы денег тратит на одежду. Он перестал считаться Двух со мной. медведей, да, набей. Если На одной раньше он булке и на второй. спрашивал у меня: мама, можно? То сейчас он может взять в любой момент столько, сколько он захочет. У меня Лимиты большая можно коллекция на очков. карте. Здесь у меня небольшая коллекция моих ремней, сумка Tom Ford, мой парфюм. И вот, наверное, мой любимый аксессуар – это мой ремень. Я ношу его почти каждый день Чего? Да похер всем на твой ремень. Сколько? 190 тысяч сумка? с любыми джинсами. На мой взгляд, это самая универсальная модель. То, что мама вкладывает в меня свои силы, деньги, время и любовь, я считаю, это абсолютно нормально. И так должно быть у всех. Максим, я предлагаю сразу, чтобы не усугублять уже без того усугубившее, называй меня просто, по-простому, просто папа. Давай сразу мы с первого дня с тобой, вот с просмотра этого ролика, мы просто с тобой привыкнем, что как бы не надо вот это дядя Леша, там или великий, да, и ужасный. Просто папа можешь меня называть, и все. Давай, чтобы мы сразу с мамой с твоей привыкали. Поехали. Потому что я единственный и любимый сын в семье. Ну, Абсолютно как может быть верно. иначе? Нет, Из-за ни в любви коем к сыну случае. Ольга уговорила его участвовать в проекте. Сделать это было непросто, но Ольга нашла аргумент. Я ему сказала: сынок, теперь я буду ограничивать и контролировать все твои траты и расходы. Я не хочу Сына, менять наверное. свой образ жизни. Без наличия денег, своих московских друзей у меня не будет дальше жизни. Пожалуйста, не устраивай скандалы. я Да у тебя меня, очень мам, прошу. у меня другой вопрос. Я не знаю, что мне, гитару брать, пульт брать. Мне же надо 4 дня как-то тренироваться. А вдруг они ложатся спать в 9 вечера? Потерпят, что им придется делать. Надо тоже подстраиваться под других людей. Так, ладно, беру пульт. Я- Это им придется перестроиться. Я ни под кого меняться не собираюсь. Ну что с твоим настроением, сынок? Ну а какое у меня должно быть настроение? Просто Чтобы в полной мере Бунтарь. ощутить разницу Весь между папа. своей жизнью и жизнью принимающей семьи, мажор участвует в эксперименте без банковской карты и телефона. Их чадо получит сразу после окончания просто crazy. эксперимента. Не смотри, так это уже решено. А как я буду там без денег? Очень просто. Ладно, я возьму наличные, окей. Нет, наличные ты тоже не возьмешь, это решено. Вы как обычно, вот одно и то же у вас всегда. Что это изменит? Скажи, если у нас какие-то с тобой конфликты, это надо по-другому решать. Сын, ты тратишь бешеные деньги на свои вот эти развлекушки. А там, я надеюсь, ты увидишь, что такое нормальная жизнь. Пускай он посмотрит, как живут нормальные дети, а не вот эти избалованные. Он избалованный. Хочу, чтобы Максим попал в семью, где принято уважать и считаться, почитать родителей. Чтобы он увидел и понял, И вот так что вот родителей нужно любить корпус не довернуть. за то, сколько денег они зарабатывают и ему дают, а за то, что они просто есть. Мне хочется, чтобы наши взаимоотношения с Максимом вернулись в прежнее русло. Мы могли понимать друг друга, общаться друг с другом. Помни, что ты мальчик очень хорошего воспитания. Люблю тебя. Хорошей дороги. Ладно, я поеду. Давай, мы тебя любим. Давайте. Пока, милый. Мы будем тебя очень ждать. очень ждать. А чё с шарфом? Пока. Меня Герман, ну ты просто крейзи. не надо перевоспитывать, так как я живу, и меня абсолютно все устраивает. Вопросы есть только от моей мамы, и если она так считает, то это не значит, что так должен считать я. От своего сына после эксперимента я бы хотела услышать: мама, я тебя люблю. Спасибо тебе за все, что ты сделал. Поверь мне, солнышко, давай уже на «ты», раз мы уже как родные люди. Как только я перееду в Питер, Максим, он в этот же день, после буквально одной прогулки со мной на свежем воздухе, он полюбит тебя просто заново, не как даже просто мать родную, а он будет любить все. Ему деньги, вообще он будет этим. Вуайерист, или как он там этот, гермафродит, как он, которому деньги вообще не нужны, наши с тобой. Да, И делаешь для меня. Спасибо. Я очень уже потратил. ценю тебя. Скотина. Эксперимент по перевоспитанию 17-летнего сына миллионерши из Санкт-Петербурга начинается. Максим Гурбанов 4 дня проведет в городе Дигора в республике Северная Осетия в многодетной семье Акеевых. Максима Гурбанова в 2500 километров к Понял, югу от принял, дома в вычеркиваем. республике Северная Осетия Алания, в 50 километрах от Владикавказа в городе Дигора с населением 10 тысяч человек ждет многодетная семья Акеевых. Спартаку Акееву 38 лет, он строитель-отделочник. Выполняет частные заказы по ремонту и строительству.
Спортсмен этой тяжелец. работой кормлю семью. Пришел к кому-то домой, там развалина, ты красота А знаешь, что за медали висят? Как ты этой думаешь? работой. Как ты думаешь, что за медали висят, Максим? Ты думаешь, по бальным танцам? Или, я не знаю, по прыжкам в воду? Нет. Нет, сынок. Там направление другое. И кормлю семью. Пришел к кому-то домой, там развалина, ты красоту наводишь, люди радуются. Мне нравится моя работа. Сабине Акеевой 38 лет. Она учитель начальных классов, сейчас в декретном отпуске. Мы с супругом познакомились 20 лет назад, учились вместе в педагогическом институте, встречались 3 Вот, года, пожалуйста. потом уже поженились. В семье 4 детей. Среднемесячный доход 40 тысяч рублей. Сколько? Я всегда хотел большую семью. У нас так принято, у всех много детей. Большинство радует, как говорят. Живут Акеевы в трехкомнатном частном доме, который за 3 года построил своими руками Спартак и его старший сын. Я считаю, что мы материально не нуждаемся. Мы Нифига детям себе, хорошее дом! детство и все дали. Спартак У него точно 40 тысяч зарплата? Уважение. обеспечивает как может. Старшему сыну Акеевых Рустаму 17 лет. Учится на технолога пищевой промышленности в училище во Владикавказе. 11 лет занимается вольной борьбой. Очень бы хотел выиграть все серьезные титулы в любимом виде спорта. И для этого я тренируюсь упорно, ежедневно, 2 раза в Понял, день. принял. Я сначала не хотела это Вычеркиваем. все. Учеба, я вот прям требовала. А потом я поняла, что он очень сильно хочет, и Спартак тоже... Всё вот хорошо. прям, давай, говорит, посмотрим, попробуем. Все Ну, хорошо. получается, это мне все нравится. Рустам никогда не отказывает родителям в помощи. Максиму Помогает очень отцу повезло. в строительстве и отделке домов. Бампер бери. Потом надо будет болты туда еще крутить. Рустам очень помогает отцу. Летом, когда у него каникулы бывают, он прям выезжает с ним на шабашки, и они вместе могут работать. У него мужские качества, он серьезный. Все, кто его знает, хорошо отзываются о нем. Недавно Ну, конечно. У меня тоже, я как не приду, вот к сыночку, я говорю, сыночек, все ли хорошо? Вот он пошел в 3 класс, я говорю, сынок, как у тебя дела? Он говорит, папа, все хорошо. Я говорю, точно? Я говорю, никто тебя не обижает? Он говорит, нет, никто не обижает. 5-й год занимается киком. Я говорю, он говорит, все дружим, все хорошо, в классе полная царит тишина и спокойствие. Браво, просто молодец. Спорт это хорошо, ребята, да. друг Да. сказал, у него дочка маленькая. Вот бы, говорит, Рустам подождал нашу дочку, говорит, я бы с удовольствием отдал бы дочку. Средней дочери Милене О. 14 лет. Она учится в 7 классе. О, молодец какая, Свободное смотри. от учебы Раз, время раз, помогает раз. маме с младшими братьями. О. 3-летним Ахсарбеком и 2-летним Астемиром. Нравится домик? Да, нравится. Добавим кубиков? Да. Давай. Прокормить столько детей, семью, это нелегко. Двойняшки мне тоже показался. Ну, к этому Ля. надо прийти уверенно. Мари, И пошли. Если уже детей делаешь, это уже большая ответственность на тебе. И это надо исполнять уже и работать. Ни дня не отдыхать. Хороший. Семья Акеевых многонациональная и многоконфессиональная. Спартак – глава семьи, осетин и христианин. Сабина принадлежит к небольшой народности кумыков, которая в 17 Я веке знаю. перекочевала в Осетию из Дагестана. Сабина – мусульманка. 2 культуры уживаются в одной семье. Акеевы отмечают все религиозные и национальные праздники. Знаешь, сколько праздников? Разные С двух национальности, культур. никаких разногласий нет. Мы живем в мире согласия и любви. И у нас традиции есть в семье. Каждые выходные мы собираемся за круглым столом, откровенно разговариваем с детьми, у кого какие проблемы, кто чем недоволен или там что наоборот. Детей Акеевы воспитывают в кавказских традициях. Главные ценности – это правильно. уважение к старшим, О. отзывчивость, благодарность и взаимная поддержка. Я бы очень хотел быть похожим на своего отца, потому О, что в 17 лет Ниву он уже собирает. очень Пока ты сидишь внимательный, он там. очень добрый, трудолюбивый. Смешно, носу ковыряешь. В семье Акеевых работа делится на мужскую и женскую. О, К приезду гостя Сабина с Миленой решили приготовить национальное кумыкское блюдо зыртынкял. Оно из отварных кусочков теста, мяса, бульона, лука и чеснока. Картошку хорошее помоешь, что-то должно быть. и чеснок отдельно пер- в чашку. Почему я первый раз слышу про это блюдо? Ну, столько по кавказским блюдам и всяким этим блюдам. Ты понял, короче. Столько разных слышал, это не слышал.
Не слышал, не первый раз слышу. То почистишь. У нас мама очень вкусно готовит, она меня научила. У нас это прям самое знаменитое блюдо, очень вкусное. Надеюсь, понравится это блюдо ему. Семья Акеевых к приезду чада готова. Встречать гостя будут Очень вкусно кувшином с должно быть. осетинским квасом. По традиции, гости в Осетии всегда встречали Смотри, этим какая поляна напитком какая, здоровье. смотри. Смотри, там Интересно, полянка. кто приедет? Представь, вот это с минуты на минуту он уже приедет. Или он, или она. Ну и что, пускай приедет, хоть кто приедет. Мы его примем как надо. Нам не важно, кто приедет. Просто если я его род, будем знакомы. Все уже интересно, Вот, мальчик вот это или правильный девочка. подход. Если мальчик будет, вот Рустам будет его. Было бы Там хорошо, его если просто мальчик на возьмет тренировку пополам пошли. об колено, Да. сломает. А и вы всё. когда-нибудь видели мажора вживую? Вообще, какой он из себя? Как бывает? В интернете. Представь, если вот он нас он Да, в скажет, интернете. я вашу еду не хочу, я это такое не ем. Я Такого чеснок и не ем, ждем. я лук не ем. Мы постараемся угодить ему. Я этот эксперимент одобрил на 100%. Я говорю, вы по адресу. Давай, что нам мешает? У нас такие воспитанные дети. Мажор в моем представлении какой-то избалованный ребенок. Он не знает, что такое нельзя, нет. Таких детей я еще не встречала. Поэтому я волнуюсь чуть-чуть. Мне кажется, сейчас Максим очень будет волноваться. Максим От очень сильно аэропорта будет волноваться. Владикавказа до Дигары Чадов впервые в жизни добирается на маршрутке. Акеевы хотели встретить Максима, но съемочная группа ради чистоты эксперимента настояла на том, чтобы Максим попробовал доехать до дома принимающей семьи сам. А вы до Дигара едете? Здравствуйте, да, Дигару едем, да. Пожалуйста, проходите, садитесь. Двери откроем вам. Мог бы и чемодан взять. А вы откуда приехали вообще? Да из Питера. Ой, молодец, красавчик. В гости едете? Ну, можно и так сказать. Нету в ряд бизнес-водителей, бизнес-такси, Кого? ничего такого. Я никогда не езжу на маршрутках. А я слышал, что в Дигаре там горы будут. Ну, точнее, город на горах. Это правда, нет? Есть, конечно. У нас горы здесь красивее очень даже. Вам понравится, я думаю, здесь. Очень красиво. Здесь люди гостеприимнее у нас, так что насчет этого не переживайте. Мне такие небольшие городочки нравятся очень. Классные. Какая у них атмосфера Нужный своя. дом Максим ищет самостоятельно. Ребят, простите, а вы не знаете, где Акеевы живут? Вот слева дом? Спасибо. Здрасте. Добро. Ну, я, видимо, к вам. К нам, в адрес Спартак. Максим. Откуда приехал? Из Питера к вам. Сабина, мама этого семейства. Очень приятно. Рустам. Максим. Приятно. Милена. Приятно. А это у нас все, малыши. Проходите. Первое впечатление, свысока он смотрел. Я не знаю, что у нас получится теперь. Какой-то мажор блатной к нам приехал. Прическа такая блатная, очки, сережка. Одет так красиво по-блатному, как говорится. Точно не простой пацан. У вас светло. Так, красиво. Люстра у вас красиво. Спасибо. Ну, у нас принято к столу. Пальто такой интеллигентный, шарфик. Ну, мне он сразу понравился. Мне кажется, он зашел, он очень сильно напрягся. Очень сильно. Сфинктер и колечко, оно немножко сжалось. Потому что он почувствовал, что люстра должна быть самая лучшая, лучше даже, чем дома. А еда вообще потрясающая должна быть, потому что просто сразу, вон, мальчик, видишь, стоит. Да, он может. Обычаем у нас это еромбага не называется. Это пригубить обязательно надо. В Осетии у нас так встречают, чтобы было понятно тебе. Он очень сильно напрягся, мальчик. Очень сильно. Он прям видно по нему, он прям, мне кажется, он в первый день с ними очень сильно будет дружить. Это наш национальный сок. Это не спиртное. Если понравится, полностью надо выпить. Ну, вкусная, как вам. Ну, конечно, вкусная, брат. Я бы так же, кстати, сказал. Пацана. 3 пирога у нас. Первый пирог, верхний, это у нас для Бога. Средний пирог, это земля. Нижний пирог делает у нас это солнце. Добро пожаловать. Встретили мы тебя как можем. Я думаю, тебе у нас понравится. У нас здоровые детишки. У нас все хорошо будет. И отсюда ты должен
попробовать. Это вот так вот делается. Это осетинский пирог. О, осетинский пирожок, это вообще, это просто, это и пища, я не знаю, богов ее, я не знаю, это настолько вкусно, когда это настоящий осетинский пирог, я уже говорил где-то когда-то, это просто потрясающе, кто не пробовал, попробуйте, это не то, что там, это то, что тут, да. Я думал, что ему не понравится, он скажет. Нет, ему все понравилось. Спартак, ему сразу все понравилось с хода. Ты знаешь, вот он, когда, мне кажется, со входа зашел, ты с ним поздоровался, ему уже все стало нравиться, да. Мне со своей грязной руки, почему я сам оторву кусок, Нет, а у нет, нас нет. так принято. А эмоции у него, как ни странно, хорошие. Пирог откусил, мне говорит в ухо такой, очень вкусный пирог. Я уже подумал, все будет хорошо. Это наш зал, это как кухня у нас, здесь отдыхаем, телевизор дети смотрят. Так, это наша Очень ванна. красиво, очень светлая квартира. Недоделанные моменты есть, но взрослая комната наша. Максима, ты знаешь, это все своими руками Спартак наш строил, наш папа. Да? Да, он все сам умеет делать. Ничего себе. А твой папа чем занимается? У меня папа водитель грузового транспорта, но я с ним не живу. Так, это у нас Рустама комната. Это Миленина дочки комната. Такого ремонта нет. В чате у меня пишут, мы на стриме этот видос смотрим. А почему Максим молчит? А ему так спокойнее. Для всех так спокойнее. Тут апартаментов. Ну, как можем, так и живем. Здесь у нас двери как бы нету, но придется здесь спать. Вот здесь я сплю. Сейчас постель поменяем, вот подготовили. Кровать маленькая, небольшая, но, я думаю, удобная. Макс, А вы стройкой занимаетесь или вы просто как, захотели и сделали? Макс, просто молча все делай, ничего не говори, друг. Там медалей очень много висит, очень много. Не надо, брат, не надо. Только я на шабашках постоянно. 11 лет парень занимается, молодой. Ну его нахер, не надо. Ваша работа, да? А ваша мама чем занимается? Продажи недвижимости элитной. А у вас там на квартире живете? или- Мама купила, да, квартиру. Максим, а у тебя брат, сестра есть? Нет, Сколько у вас в семье? я один А, в семье, один? да. Скучно бывает, наверное, одному, я так думаю. Нет? Не знаю. Я, говорит, на полу вообще люблю спать. И знаешь, вот ближе к выходу, да. Я всегда один живу. Максим, а чем ты занимаешься в Питере? Ну, вообще я музыкант, но сейчас я большую часть времени Макс, не спеши говорить. Очень, очень внимательно думай, что говоришь. Очень внимательно. занимаюсь диджеингом. Это что за инструмент? А, диджейский инструмент. Пульт диджейский, да. Мне просто практиковаться нужно, и на этом мне надо будет заниматься. Интересно очень. Очень интересно. Он привез с собой установку диджея. Ну, он любит, наверное. Я не люблю, я не хожу там на дискотеки какие-то. Ну, ему нравится, пусть. Максим, располагайся, чувствуй себя как дома, разложи вещи. Алексей, как ты относишься к латинкам? Брат, ты знаешь, я всех женщин, знаешь, как люблю? Ты не представляешь себе. Я почему-то вот после 35 у меня открылся, знаешь, особый какой-то этот... Да, неважно вообще. И мы тебя ждем на кухне, хорошо? Да, спасибо большое. Конечно, Мне досталась хорошо. одна комната с Рустамом. С этого я абсолютно не в восторге. В 5 сантиметрах от меня кровать Рустама. Для меня это, наверное, будет одна из самых главных проблем за эти 4 дня. Максиму выделили одну полку в шкафу, где хранят вещи Милена и Рустам. Хорошо, что парень приехал, да? Да. Ну вот прям вот хорошо. Рустамом будет прям. Девушек, говорит, просто бить нельзя. Тихо. Там покажешься. Да. Ну, мне он показался хорошим, но думаю, с ним будет непросто все же. Не знаю, что-то вот таится, что-то, да? Вот. Про отца что-то холодно он говорит. Да, Макс, мы тебя таким и запомним, брат. Да. я тоже это заметила. Приятно было. Ну, у него еще спросим. Да, поговорим поближе, Он уже должен. Он уже встрял. познакомимся. Он такой приличный такой. Да, я тоже. Я думал сейчас, как это ничего не понравилось. Про люстру, как сказал сразу, люстры красивые. Да. Вот люстра может вытащить ситуацию. Больше ничего. Я все-таки переживаю. Вот у меня вот какое-то волнение. Найдем подход к нему. Вы не представляете, у Максима сейчас какое волнение. Он понимает, что 4 дня полного погружения его ждет.
или нет, вот все, кухня наша понравится, он будет кушать, не будет. Ну, я Будет. думаю, все точно ему не понравится. Не-не-не, понравится, все да. понравится. Как мы Что он живем, сказал? так и живем. Всё Мое понравится. мнение, что он непростой пацан, непростой. По взгляду видно было, много чего не понравилось, он пока ничего не сказал. Нам нелегко будет. Я с ним. тоже заметил взгляды. Не расслабляйтесь, что не думайте, что с ним очень легко будет. Ну, мы готовы Ну, к этому. попробуй. Думаю, в подростковом возрасте можно внушить человеку, что хорошо, что плохо, можно его перевоспитать. Он еще не такой взрослый. Думаю, наш эксперимент Вообще говорят, в юности кости лучше срастаются. Переломы, растяжения, вывихи, они лучше срастаются, чем уже во взрослом возрасте. хорошо пройдет. Вся семья ждет гостя к столу. По обычаям без гостя за стол не садятся. Но Максим не спешит. Максим, что сидишь? Пошли, мама наготовила, покушай. Просто схода. Бам! Скажи, сейчас я 10 минут, я закончу. И Не, подойду. так нельзя, у нас так не принято. Папа позвал, старший позвал. Надо пойти. Блин, прям как в армии встать Ну, и... ну нет, ну просто позвали. Старший позвал. Ладно, давай. На кухне. Мне кажется, Максим живет очень свободной жизнью, ему правил дома нет. Здесь это очень важно. Если старший позвал тебя, надо обязательно прийти, выслушать его, что он скажет, сделать, потому что у нас старшие на плохое не подпишут. Я прямо почувствовал настроение мужского давления в семье. Для меня это очень плохо. Я испытал моментальный дискомфорт. Занимаясь своими делами, Нет, Максим, ты еще ничего не испытал. я считаю, что я могу прийти к столу позже. Но в этом доме так нельзя. Тебе сюда надо сесть. Сюда мужчины у нас во главе стола сидят, а женщин ниже. Обязательно тебе надо кушать. У нас семья многонациональная. Я не осетинка, я кумычка. Вот я приготовила свое блюдо. Называется зертынкял. Вот это? Давай попробуешь. Вилкой берешь тесто, Так. макаешь бульон, потом отрываешь мясо и вместе с ним вот Блин, я бы так хотел бы макаешь. тоже Все замутить. покажите, Тут как очень Максим вкусно. Это как- типа в Дагестане ели, я забыл название, представляешь? Хинкал или, да, по-моему? Я сейчас ляпну, обидится потом, если неправильно скажу. По-моему, правильно я говорю. Очень сытное, очень вкусное было блюдо. Здесь, конечно, курица немножко по-другому, чуть-чуть, да, подается. Да. Прям проговорить сможешь? Зертенкял? Зертынкял. О, молодец. Да, сейчас заговоришь. Вкусно. Учи язык, сынок. Я очень счастлива, что ему нравятся наши блюда. Он их с удовольствием ест. И это прекрасно. Я буду спокойна, что он не будет голодным. Чем занимаешься именно вот диджейские эти? В Питере выступаю в клубах, в различных, на концертах. Это больше как хобби, Как конечно. интересно. В основном я как бы на мамином обеспечении. Не в обиду, но вот про отца как-то мне холодно пока. Отец у меня, он водитель грузовика. Я тоже строитель, я тоже пыльную работу делаю. Ну. Вот, и он как бы ушел у меня из семьи, когда я маленький был совсем. Вот. А сейчас я живу только с мамой. Вот, и у нас как бы за финансы в семье отвечает мама. Я с папой редко очень общаюсь. Если общаемся, то так пару слов. Не очень отношение к его профессии, скажем так. Я сам без отца вырос. У меня давно отец умер. Этот момент я прекрасно понимаю, что отец, хоть какой отец, но отец нужен всегда. Мой отец плиточник, рабочий, простой. Даже подумать об этом не смогу, не уважать своего отца. Вот вы, дом построили. Вы где-то учились? Вообще в другой области учился, но я рано женился. 21 я женился уже. У меня мама 18 тоже родила как раз. Вышло так, что нехватка, и я как бы учебу забросил и начал потихоньку работать. Знаешь, дом Считаю, своими что руками самоучка построить, я. ремонт. Ну, это же относительно такая грязная работа. Ну, грязное это грязное, но надо делать. Вот постройки, если бы я строительным отучился, конечно, было бы по-другому. Но жизнь так сложилась, но я доволен, у меня вот прекрасная семья. Максим, знаешь такое понятие фатальная ошибка? Вот знаешь, вот тонкий-тонкий самый первый лед. Вот этот вот, который фанатик, он бежит уже рыбу ловить. И вот он, знаешь, идет и думает, вот провалюсь я или нет. Да. Здесь то же самое. Много детей. Но если не секрет, вот так в месяц сколько у вас выходит? Бывает, что я в месяц могу заработать 70 тысяч. А бывает такое, что 40 тысяч заработаешь. Главное на хлеб. Мне самое главное, чтобы семью прокормить,
А вещи, не вещи, это уже второстепенные, как бы. Всегда к строителям было такое отношение, что они просто придут, выполнят свою работу, грязную, ручную, и уйдут. Я всегда с такими людьми был крайне на большом расстоянии. Я учусь в Херали. колледже на технолога. Больше хочется тренироваться, конечно. Борец у нас. Но учиться по-любому надо. Это для общества опасный человек, если не отучился, но спортсмен здоровый, его может на улице кого-то ударить. И какие-то планы большие хочешь, да, строить на Или дома, например, какого-то незнакомца. борьбу, на спорт? Олимпиаду выиграть. Нравится? Когда-нибудь ел осетинскую кухню? Конкретно осетинскую, ну, не припоминаю, но, честно, очень вкусно, очень нравится. Спасибо большое. Наверное, с друзьями питаешься, ну, в ресторанах ходишь, да? Ну да, я вот именно дома редко ем. У нас есть человек, который к нам приходит, ну, готовит еду домашнюю. Ну, в основном какие-то рестораны, заведения, может. Ну, это дорого, наверное, да, очень? Да нет, за обед где-нибудь на одного человека, ну, 5 да, наверное. Да, это для Рустама дико куда-то слетать. А почему дико? Такие расходы он не привык. И подрабатывает со мной. Чего? Я ему там на Обед вещи 1005? дам максимум 5000. Обед 5 домашней еды? Прям что вам там готовят? И он Рог на 5000 единорога? может одеться. Ничего себе. А ты за обед даешь 5000. А сколько ты на вещи приблизительно тратишь? В целом, там, за один поход за вещами, ну, 1080, наверное, я трачу. Но это очень приблизительно. То есть, условно... Но я хочу отметить следующее, то, что я не сторонник, что, допустим, женщина должна на фулл-тайме стоять за плитой. Немного времена другие нынче, да, и если оба, допустим, работают, да, хорошо зарабатывают, то, там, допустим, заказать еду. Но, с другой стороны, допустим, заказную еду тоже не всегда хочется, то есть какая-то база должна быть, допустим, там, хотя бы там, да, гречечка, да, там, с лучком, там, с морковкой, там, котлеточку, там, что-нибудь, да, там, какую-нибудь, раз, там, это вот все, вот это, курочка там. Так что, ну, не знаю. Мне кажется, вот как-то это, знаешь, должно быть, ну, вот от души, вот просто есть время, раз, там, женщина должна это сделать. А вот так вот, чтобы, знаешь, там, все с работы пришли, попадали, а еще готовить, да, так что как-то так. Поэтому, да. Если там нужно купить кроссовки новые, то это намного больше, чем 80 тысяч, там 1120, 150. Только кроссовки? Ну, это с кроссовками, вместе? это с кроссовками, да. После ужина Максим пошел принять душ и отдохнуть с дороги. А Киевы решили обсудить, что делать с чадом дальше. Для меня это дико лично, не знаю, как для вас, что он с отцом. Про отца как-то холодно, он что-то все-таки не то там с отцом. Стесняется, мне так Что-то не кажется. признает, как будто. Тебе не показалось? так? Показалось мне тоже какой-то этот холодный он к нему, и прям мать возвышает, Да. отца А прям. про отца что-то... Эту проблему разрешить, я думаю, таким образом можно, показательным образом. Вот мы покажем эти 4 дня, как Рустам относится к тебе, и вот как дети к тебе относятся, Милена. Я надеюсь, что мы исправим эту Копай. ситуацию в лучшую Я тоже сторону. надеюсь. Но посмотрим, может, не поддастся нам он вообще. Хорошо, что он на Поддастся. Кавказ приехал. Согласен. И ты Ну, должен, Рустам, ты должен с ним ты тоже должен будешь поговорить. обязательно помочь в этой ситуации. Тебя лучше он поймет, потому что вы сверстники с ним. А так, пацан очень хороший, смышленый, очень... Да. Я думаю, он должен понять все. У него голова работает хорошо. Я бы очень хотел, очень-очень хотел, чтобы он приехал домой в Питер и поехал к своему отцу и обнял его. Это как бы уже мечта для меня. Тему отца решили оставить до утра. Сабина уложила детей, но Максиму не спится, и он решил позаниматься диджеингом. Включил музыку, не надев наушники. И титры. Помянем дурака. Ну а как? Все. Ну вот сильно громко сделал, и вот Ахсарбек проснулся, Максим. У нас вот в семье, знаешь как, придерживаются одному чему-то. Все, давай, пока. Давай чуть потише сделаем, когда дети Много спят. народу здесь живет. Всех. Это всегда так должно быть, да, тише? Смотри, у нас есть какие-то вот правила. За столом мы вместе собираемся. Музыку любим слушать. Давай будем согласовывать, хорошо? Ладно. Согласовывать. Хороший парень, талантливый. Большая семья предполагает какие-то правила жизни, к которым мне нужно будет приспособиться. И один из них — это, видимо, не слушать громко музыку.
Наступил второй день эксперимента по перевоспитанию 17-летнего миллионера из Санкт-Петербурга Максима Гурбанова в многодетной семье Акеевых из города Дегора в республике Северная Осетия. По традиции первой встает Сабина и готовит завтрак на всю семью. Младшие дети Что с это ней, такое? а у старших есть возможность поспать. Доброе утро. Что ты, готовишь, да, уже? Доброе утро, да, почти уже готово. Что это такое? Давай будить ребят. Доброе утро, народ. Доброе утро, молодежь. Пора Малые. вставать. Идемте завтракать. Милена, Как я Доброе по утрам. утро. Миле, Максим. встаем, ждем в кухне. Максим. Максим. Пошли. Максим говорит, ты знаешь, что такое крокодил? Сейчас узнаешь. Знаешь, как, говорит, сушат крокодила, нет? Нет? Ну ладно, сейчас узнаешь. Давай, недолго, мы тебя ждем. Однако поваляться в кровати, как дома, Максиму не удалось. В комнате нет двери, и шум с кухни заставил чада встать и пойти умываться. Рустам тем временем начал заправлять кровать Максима, так как не привык к беспорядку в своей комнате. А что ты за Максимом собираешь? Пускай сам соберет. Он не соберет. Почему? Потому что он додик. Вот видишь, кинул, все, ушел. Надо ему сказать, чтоб собрал. Ладно, первый раз заправлю как гостю. А дальше он сам уже. Несмотря на За всеми заправит. то, что собственную кровать заправлять не пришлось, Максим все равно явился к столу последним. Че он в одежде сидит? Ну, спать Нагнетаешь, Максим, обстановку. хочется, да, еще, наверное, долго спишь дома. Я так рано никогда не просыпаюсь. Дика тоже спишь. Осетинское блюдо. Попробуй. Попробуй. Кто чай Джумина. будет? Давайте чай. Молочный кушаешь? Ну, специфично. Все-таки вот вчера что это такое, насчет не знаю. отца мне чуть-чуть вот задевает это, что он мало зарабатывает. На рабочих это все. Мир на рабочих людей строится. А неужели вы не считаете, что работа руками, ручной труд – это очень примитивная работа? Тут даже не надо мозг включать. Ты просто пришел, взял кирпич, положил кирпич и ушел. Мозг даже не надо напрягать от слова совсем. И за это еще хоть что-то платят. Мне Таким мы тебя и запомним, Максим. кажется, вообще за это ничего платить не надо. Не, вообще ты не прав. Кафель взял, под ним же надо раствор поставить, его же надо под уровень поставить. Если я его неровно сделаю, кривую стену тебе построю, ты как скажешь? Ну, кривая стена, Ты это же- же не то, что нужно как-то там сильные математические расчеты. Надо просто Конечно, ровно нужно. сделать, да и Ну, все. Куда тебя несет, придурка? Остановись, дурак. Не надо. Покайся, пока не поздно. Нужно, там рассчитывать надо каждый шов, каждый кирпич. Допустим, ты сможешь вот сейчас плитку поставить? Отжаться раз 100. Вот как ты думаешь, говорит, сможешь? Максим говорит, нет. А я думаю, что сможешь. Начинай. Максим, поехали. Раз. Зачем я бригаду Кирпичи просто построим. вызову? Ну, ты же говоришь, что это любой может, за это даже можно и не платить. Это же не так. Это же человеческий труд. Да не. Чтоб ты хотя бы чуть-чуть понял, завтракаем и идем на пастбище. Не. Пасти баранов будем. Нет, мне еще надо практиковаться. Я не выспался, я хочу поспать. Нет. Не, хотя бы для себя чуть-чуть сейчас поймешь. А что я там должен понимать? Сами думаешь, туда-сюда ходят, пасутся. Нет, за ними тоже надо смотреть. Какой-то куда-то убегает, в речку упадет. Ответственность на тебе будет. А без меня никак, да? А тебе лень, да? Ужасно лень. Да это недалеко. Ну ладно, съезжу с вами. Рустам с отцом частично, там, периодически пасут овец. И я к этому отношусь очень хорошо. Детей нужно приучать труду с самого детства. Простые рабочие как были, так и будут. И их нужно уважать. Все, и машина в гору уехала, и больше его не видел никто. Пропал.
На пастбище отправились на машине. Бараны принадлежат не только Спартаку, но и его родственникам. Все молодые члены большого клана Акеевых работают, поэтому баранов пасут по очереди. Сейчас они будут по сторонам убегать, надо будет их собирать, чтобы они далеко не убежали. И тоже Я оттуда сразу вспоминаю, «Кавказская пленница». Хей-хей-хей, гали-гали, на-на-на-на-на-на, цап-цабэ, цап-цабэ. Помнишь это? Откуда Рустам? Никакая классика не И стареет. отсюда. Ля. Сюда, сюда, вот туда иди. Максим, в ту сторону иди. Нет, смотри, Максим, мы их сейчас пугаем. Их надо обойти вот так, и чтоб лошадь не убежал. Оттуда, Макс, оттуда. Оттуда. В какую сторону ты их гонять? На улицу. По прямой беги. Туда? Да. Geç, 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 geç. Geç, 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 geç. Догонять надо их, догонять. Максим, надо вам пробежаться и вот сюда их выгнать. Сюда? Да, чтобы они наверх уже не убежали. Нихера там Оттуда не дрын. беги, вот отсюда, да. Суету они не любят. Все, не беги больше. А? Рустам, беги давай, разворачивай их обратно. Вместе, вместе, Максим. Только вы их не пугайте, со стороны надо, чтоб они не боялись. За 2 часа на пастбище Максим узнал, что в отаре бывает до 5000 баранов, что каждого нужно Сколько? раз в год стричь машинкой, и что навыки хорошего пастуха передаются на Кавказе из поколения в поколение. Чтоб ты понимал, что такое сельская жизнь. Да далеко мне, видимо, до пастуха еще. Это ерунда. У тебя своя профессия есть. Это просто, чтоб ты знал. После выпаса овец Спартак завез Рустама и Максима домой переодеться. У Рустама тренировка по борьбе. По правилам проекта Чада делает все то же, что и подросток в принимающей семье. Поэтому ребята переоделись и отправились на тренировку пешком. Рустам занимается вместе с Давидом, Ибрагимом и Сарманом. И они, и тренер Георгий Дарчиев предупреждены, что Рустам участвует в проекте. И поэтому пришел на тренировку со своим гостем и съемочной группой. Так, сегодня мы будем отрабатывать прием мельница. Я вам сейчас покажу. Вот руки обязательно должны быть внутри. Если рука снаружи, этот прием не вариант сделать. Делаем шаг, проходим, садимся на колено и бросаем. Я не до конца понимаю такой вид спорта, как борьба. Для меня внешне ребята просто лежат на полу, толкаются, пинаются. Стоп, отдыхаем. Ох, тебе борьба нравится? Да не, пацаны, честно. Выглядит прикольно, но вообще не понимаю. Вот вам в кайф от этого? Конечно. Ну, чтобы вы, не знаю, не приемы учили бы там. Что-нибудь придумали там, как бы заработать. Макс. Сынок, остановись, пожалуйста. Прекрати. Просто хватит. Не надо. Не надо, сынок, не надо. Тебе кажется просто? Да кто угодно бы вышел бы тоже там. Сделал бы. Кто угодно? Да еще кто угодно. Пошли, Ты уверен? поборемся. Ты меня видел, я тебя выше на голову. Ну, попробуй выиграть тебя. Давай. Он немного разозлился, и там, когда злишься, азарт бывает побольше, азарта бывает, и так бороться интересней. Что? На. Давай, работай. Максим, ноги пройди, давай. Давай, ты чё? Да ладно тебе, что там? Давай. Давай. Сам тоже проходи, Максим. Давай, вставай, давай. Ноги. Ладно, все. Я старался его аккуратно, потому что если бы я его ронял больно, то, не знаю, не дай бог, больница бы понадобилась. Я расстроился из-за того, что проиграл. Ненавижу 11 лет занимается. Дурак. К чему ты расстроился? проигрывать никогда, потому что зачастую я всегда везде первый. Ну Да, чё, да. как, не хочешь к нам на тренировки пойти?
Не знаю. Да не, выглядит легко на деле. В ноги пройди, а не пройдешь. Конечно, не пройдешь. Это он техничный. Что я хотел этим поединком сказать Максу, то, что не надо вот держать голову повыше всех. Надо быть поскромнее и поспокойнее. А то тебя воткнут. Вернувшись домой, Спартак отправил Рустама и Максима за запчастями для старой Нивы, О. которую отец и сын хотят восстановить. У Дырочка. Спартака сегодня будет вечером немного свободного времени, и он планирует посвятить его машине. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам, пожалуйста, решетку, и шнокель для воздуха и щетки, стеклоочистители, плюс стойки. Надо на складе посмотреть. Мне папа очень часто доверяет серьезные Чего? работы, серьезные задания. Что он второй сказал? Мне дает. Потому что у нас вот за жизнь сложилось такое доверие, то, что он Конечно, может ты меня не там техник, отправить но- в авторынок. Я это делаю, и он еще раз убеждается, что мне можно доверять. Ты когда-нибудь бывал в Я не магазине в теме вообще. автозапчастей? Нет, в таком нет. У меня просто в Питере... В комментариях, магазины ладно, как-то напишите, что это побольше. Да и класс, наверное, запчастей тоже отличается. Так, пожалуйста. И сколько это Можете вместе? посмотреть. Сейчас, 2 секунды. Ты разбираешься в машинах? В русских нет. Немецких, да, разбираюсь. А так водить умеешь, да? Ну, да, у меня 18 нету, так прям. Прав-то у меня нет, но за городом, да, автомобилем умею управлять. А ты как, водишь? Вожу, но у меня тоже нет прав пока. Как думаешь, хватит? Не знаю, сейчас скажет цену. 2600 рублей. Ты позвонил, хватит? Я наблюдаю очень тесную связь Рустама и Спартака. Рустам советуется со своим отцом при каждом выборе. Спартак просит его что-то сделать. Ну, конечно, помочь расходы. ему. Всё Это правильно. для меня непривычно. Спартак одобрил покупку, и Рустам с Максимом пошли с запчастями домой. У меня вот с отцом таких дружеских отношений не было никогда. Только вот с мамой общаемся. Непонятно, тебе не нравится то, что он мало зарабатывает? Ну, это тоже, конечно. Ну, просто у него профессия такая, отличается от профессии мамы моей. Да и, в принципе, у меня из друзей ни у кого у родителей как бы Что там таких плохого? отцов Отличная нету. профессия. Да не знаю, просто разные Тяжелая мы с ним причем очень. Нечему Водитель. ему меня учить. Ну, у меня тоже папа простой, он строитель. Я бы не сказал, что он зарабатывает много. Я же его очень люблю, ценю, дорожу им. У тебя мама очень молодец. Мама, да, да. Только ты, мне кажется, слишком много денег берешь у нее, нет? Она трудится днем и ночью, а ты вот столько... Блин, я бы столько не взял у мамы денег. Ну, не знаю, в последнее время на фоне всех наших Решетку не конфликтов, рони, конечно, бестолочь. задумывался о том, что, может, действительно много. Ну, ты береги свою маму. Буду. Спасибо тебе. Мне кажется, Максим немного призадумался. Очень хотелось бы, чтобы у них было все хорошо. Правильно купили? Да. Подожди, но почему он так говорит? Водители тоже нормально сейчас зарабатывают. Если, допустим, дальнобои, ну, ребят неплохо получают. Очень тяжелая профессия, вредная очень, я бы так сказал. И на нервики, и вообще, в принципе, по здоровью. Сидеть 24/7 на этом. Поэтому, ну, не знаю. Тоже, да, я говорю, чат, я не понимаю. Дальнобои сколько они, наверное, по 150 точно, они по 200, наверное, зарабатывают. Я не знаю, сколько сейчас они зарабатывают. Они раньше неплохо всегда зарабатывали, ребят. Ну, как бы, ну, они знали, чего они сами для себя лишаются, да, так скажем, но при этом они знают, ради чего они работают. Правильно, правильно. Вы список написали, мы по нему все брали. Макс, ты когда-нибудь такие ремонты делал? Ну, всегда Да. машина, если есть, то в сервисе. А вот Рустам учится постоянно, Если есть, да, дальнобойщики, напишите в комментариях, интересно. Только напишите, ну, по каким маршрутам ездите. Очень интересно, кто сколько сейчас зарабатывает. Именно я имею в виду грузовые машины. Может быть, у кого-то, ну, поменьше, там, допустим, газельки, еще что-нибудь. Вообще, по сколько в месяц выходит? На хлеб хватает вообще? Я даже сейчас, честно, не представляю, сколько ребят зарабатывают. спрашиваете, интересуется. Ну, там, наверное, тоже на своем автомобиле, не на своем автомобиле. Хотя, наверное, все на своих уже. Я говорю, я как-то вот упустил этот момент последние года. Решетку примерим сейчас. А можно по примеру попробовать? Конечно, вот там надо держать, чтобы ровно, четко попасть. Вот и под кантиком, вот так вот он, чтобы стоял. Держи.
Эту машину я не покупал. Мне его родственник подарил. Он переезжал, ну, она ему уже не пригодилась. Я его пригнал с моздока аж, вплоть до шурупа разобрались с Рустамом, покрасили. Теперь я его собираю потихоньку. Закрутишь, получится у тебя? Ну, попробуй. Попробуешь? Ровно держишь и прикручиваешь. Ах, слетел. Ничего страшного, получится. Ни у кого с первого раза не получается, так что это все с опытом. Еще раз сейчас просверлится. Придерживать надо. Вот здесь, да? Ну, осторожно, пальцы только. Пошел, Всё, пошел. тихо, медленно нажимай. Все. Молодец. Видишь, ты говори, не получится. Еще как получится. Морду надели. Я редко вижу старые машины, да и в данном случае эта машина выступает как мужской конструктор в семье Рустама и Спартака. Но для меня это выглядит прикольно. Ну, это больше даже не то, что мужской конструктор. Это больше как времяпрепровождение с детьми. Это очень крутая, на самом деле, тема. Не Так знаю, что, как даже общее промелькнула занятие. мысль о том, что может тоже какую-нибудь такую тачку взять и поковырять в гараже. А ты говорил, что отец на грузовом работает, да? На большегрузе. Да, да. Отец твой, видишь, может, я столько не знаю, сколько отец твой знает. И вообще, когда я вот с Максимом общаюсь, я в каждом моменте, через каждое слово, ну, ненавязчиво, чтобы он тоже его не обижать. Я ему постоянно твержу то, что простой человек тоже человек, который мало зарабатывает тоже человек. У любого человека можно научиться чему-то. Вот ты уже домой приедешь, ты уже... Не знаю, я заправщиком когда был, работал, ну, на одной заправке, да, не буду называть бренд, это не важно. Конечно, мне лет было не так много, но всегда мы ночами с дальнобоями общались, особенно кто на огромных этих американцах приезжал, я рассказывал, с 2 пистолетов прям... И они там по тонне в каждой, там что-то тонна 800 литров, по-моему, даже тонна 200, что ли, как тогда были, я не знаю, сейчас, наверное, еще больше есть. И он стоит, пока он нам кофеечек, чаечек вынесет, мы стоим с ним, я не знаю, по полчаса разговариваешь, пока там нальется, пока зальется. Сейчас уже, наверное, побыстрее все это наливается, ну, как-то это, не на «Газпроме», нет, не угадал. Уже можешь чем-то похвастаться и друзьям, и маме, и... Хорошие ребята были, да, в основном, Понадобится, и не знаю. папе скажешь. И им скучно, они сидят, что они... Говорят, ребят, там это, как у вас дела, как что? Ну, понятно же то, что человеку, ну, скучно, он пообщаться хочет. И он потом опять пилить там не знаем куда. Ну, ничего, всегда общались, никогда не отказывали. В Осетии был, меня уже научили, как сиденье ставить. Я ловлю себя на мысли о том, что все-таки, мне кажется, у любого человека можно чему-то научиться. В данном случае Спартак обучает меня и большому количеству навыков, и пытается донести мне здравые мысли. Спартаку, Рустаму и Максиму удалось установить на машину бампер, дворники и кресло в салоне. Время ужина. Вкусно суп пахнет. Этот суп называется толан. Это дегорское блюдо. Ну как? Очень вкусный. Ну, вот эти дни... Вот это вообще разнос будет. Разнообразно питаюсь только осетинской кухней. Не знаю, как я без нее буду, когда приеду обратно в Питер к себе. Придется у вас набрать рецептов. Рецепты можем, да. Поделимся обязательно. Вот эта Вот тема. Говорит он комплименты, там вкусно и очень радует, прям на душе прям хорошо Конечно. становится. А мне вот прям кажется, что он меняется в лучшую сторону, приближается. Слушайте, Сабина прекрасно выглядит. Сколько, да, детей уже родила, и посмотри, она как выглядит хорошо. Молодец. К нам вопросы задает и контакт находит с нами. Не скучаешь по Питеру, по маме? Скучаю, конечно, по Питеру, но вот в плане гостеприимства, в плане какого-то досуга, проведенного вместе, мне вот очень все нравится. Очень приятно. Мы отправились на тренировку, вот Рустам пригласил меня побороться немножко. Ну, мы вспылили так маленько. Но сейчас, я думаю, все хорошо. Так, У нас все отлично. Пойдешь завтра тоже, ну, Максим? я думаю, я схожу. Вот. Видишь, уже Отлично. хочется. Ну, да, вот какой-то интерес у меня проснулся, и так просто сегодня день такой, очень отличается от моей повседневной жизни. Мне понравилось. Хорошо. Я извиняюсь, мне вот позвонить надо сейчас по Да, работе. Я быстро сейчас. Пока папа отошел, нам есть о чем поговорить. У папы день рождения. Кстати, да. Да, скоро. Завтра? Послезавтра? Послезавтра. А завтра должна быть подготовка.
Как ты думаешь, что можно подарить? Можно ему подарить что-то полезное для профессии, как-то ее упростить. Слушайте, мне у них очень кухня нравится. Я больше, конечно, встроенные разные вот эти люблю, где там, знаешь, все с кнопочек, там вот это все открывается, такое, знаешь, все закрытое. Сейчас это очень модно. Очень мне нравятся светлые такие кухни, такие вот тона, они не сильно белые, прям белоснежные, а такие, как вот цвет такого непонятного, очень красиво. Может, какой-то более новый инструмент. Мне кажется, ему бы не помешал хороший парфюм. Мне бы хотелось какой-нибудь сувенирчик от нас, картину, может. Да какую нахер картину, если он, ну, рабочий? Правда, мне кажется, инструмент хороший, да? Минимализм называется. Ну, не знаю. Я не люблю, когда все нагромождено. Мне нравится, вот когда все по мелочи, чтобы по-скромному все было. Не надо вот это вот, как во дворце ходишь, как в этом, не понимаешь, что ли, блядь, картинная галерея, то ли дом. Не знаешь, к чему можно прикоснуться, к чему нет. Все по-простому. 2 подушки, стол, стул. Все, и в окошко, чтобы чай пить, сидеть. Вот. Да? И кресло-качалка, кресло. Ой, куплю в новую студию кресло-качалку и пледик наш возьму, смерчевский, да, с hardplaystyle.ru, да, вот эти пледик и буду сидеть качаться. Всегда мечтал, да, и книжки буду читать, умным буду. Да, матом перестану ругаться. Почти. Давайте, знаете, как сделаем? Я и сейчас, конечно, мало очень. Завтра вместе соберемся и поедем, на месте посмотрим и выберем что-нибудь. Только он об этом, чтобы вообще не догадывался. конечно. Да, сюрприз. Я не знаю, я бы какой-нибудь инструмент хороший подарил. Скинулись бы всем кагалам. Это же очень хорошо. Представляешь, раз, а он каждый раз им будет, допустим, что-нибудь делать, там, это, пилить, там, сверлить, дрелить. И вспоминать. Очень хорошо. Вечером Максим даже не вспомнил о диджейском пульте и лег рано Устал, спать. конечно. В конце второго дня, по правилам эксперимента, родители обеих семей созваниваются друг с другом по видеосвязи. Может, он там вообще рыдает и думает: мама, забери меня обратно. А если вот они скажут, как можно было воспитать такого ребенка избалованного? Стыдно будет. А я очень переживаю. Я волнуюсь. Как, что? Я представляю, как она волнуется за сына. 2 дня не видела, не знает, где он. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Ольга Ты со зовут. связью в каждой Очень серии. приятно. Меня Сабина. А меня Дмитрий. Меня Спартак зовут. А вы где живете? В какой стране, в каком городе? Мы живем в Северной Осетии, город Дигара. Здорово. У Дигара. вас Все-таки сколько ударение правильно. детей? У нас 4 детей. 3 мальчика и 1 дочка. Мы ждали чудо-юдо. Хороший пацан, очень хороший. Максим, как он себя ведет? Он нормально общается? Вел неплохо поначалу, но потом произошел конфликт. Были какие-то Нету больше Максима, помянем. моменты чуть-чуть недовольные, конечно же. Он же в такой многодетной семье не привык. Помогает Максим, там, не конючит? Конечно, помогает. И баранов пас. Сегодня были на пастбище. Этого не может быть. Может. А он Может. у вас спит до обеда? Он до сих пор там, кстати, да, пасет. Да. Нет, конечно, нет. Рано все встаем, идем на завтрак. Он чуть-чуть сегодня повозмущался, но ничего. Главное, полюбил нашу остинскую кухню. Все с удовольствием прям кушает. Я про отца спрашивал. Ответил, мол, у меня отец водитель простой. Сам он тоже у нас строитель. Я не знаю, чего они так... Я прям удивлен. Чего они так за этот? Прям вот прикопались водители. Чего плохого в профессии водителя? Папочка наш. Мы гордимся, любим его таким, какой он есть, какая профессия ни была. Научите, пожалуйста, его уважать и почитать родителей. Мы постараемся вам помочь в этом. Родителей. Максим, надеюсь, все это переосмыслит. И спасибо за гостеприимство. Я надеюсь, что мой сын меня не опозорит у вас там. Сегодня он как будто дегорец. Как будто осетином стал. Очень здорово. Вы очень приятная семья. Вот мы рады, что он попал именно в такую семью. Хорошо, что он вообще на Кавказ попал. Да. Точно. Да, Спасибо. спасибо вам большое. До Всё, свидания. счастливо. Что за мама, да? Да, А я какой вообще в дядя. шоке. Какие они молодцы вообще. У них лица такие радостные, счастливые. Ну, всё, Конечно, дальше будем счастливые. Спровадили на 4 дня. Это как отпуск. Все сделаем, что от нас зависит.
Такая семья хорошая у них. Очень молодая. хорошие люди. 4 детей. Хорошо. Смотри. Может, еще на пару дней Изменения, возьмут? говорит, увидели там. Я просто не верю, что наш Максим без ресторанов, без дискотек ночных. Я просто надеюсь, что когда он приедет, он будет больше проводить времени с нами. Наступил третий день эксперимента по перевоспитанию 17-летнего сына миллионерши из Санкт-Петербурга Максима Гурбанова в многодетной семье Акеевых в осетинском городе Дегора. Максим сам рано встал. Дегора. Как спал? Или Дегора Я все-таки? спал, выспался, прям отдохнул. Сегодня прям настроение хорошее. Привыкаешь? Потихоньку, да. А что у нас сегодня по планам, по делам? По делам у нас сегодня и стройка будет. Вы из меня прям рабочего решили сделать, да? Тебе хорошо будет, зато в дальнейшем. Ну да. Уже много чего будешь знать. Не чуть-чуть, а уже нормально будешь знать. До стройки у Рустама утренняя тренировка по борьбе. Обычно он занимается 6 раз в неделю, 2 раза в день. Но из-за участия в реалити ходит в эти дни только на утреннюю. Максим сам попросил дать ему возможность выйти на ринг. Рустам согласился. У меня проснулся какой-то внутренний интерес. Я понял, что недооценил соперников, вид спорта. Да побороться нет, я бы вас так, знаешь, попросил какой-нибудь приемчик показать. А то смотри. И вот, заходишь, руку тянешь. Вот так. На колено садишься. Немного сюда. И вниз тяни руку и зашагивай. Оно? Нормально. Только на колено. Вот так садись дальше. Уже уверен. Красава, красава. Если бы Максим занимался вот серьезно вольной борьбой, то, мне кажется, получилось бы. Внешне у Максима есть данные борца. Ошибка Он новичка. высокий, длинные руки, это важно. Парни, спасибо огромное. Вообще никогда не боролся. Я хоть пару приемчиков знаю. Спасибо вам, парни. Кто знает, может, еще в Питере похожу, поборюсь маленько. Вот ты диджей, да, и вот, например, ты же постоянно там в клубах, на тусах, так скажем, да? Ну да, да. И там же пьяные, не пьяные все. Пошла, Кто-нибудь суета. докапывается, если будет, или нет? Там проход в ноги, да. Да, проход в ноги. Да. Диджей, да, проход в ноги. Да, там колено в голову, потому что парень кикер. Или инструктор по стрельбе. Все, тихо. Все ребята сказали, что у меня быстро получается. Быстро, Но да? мне понравилось. Кто его знает, мало ли этот опыт мне пригодится, у меня что-то в этом получится. Передохнуть после тренировки Рустаму и Максиму не удалось. Спартак сразу повел их на работу. Проход Ему зубами нужно в колено. помочь уложить кафель на крыльце в доме родного брата О. Марата. И Рустам с Максимом будут помогать. Дома в Осетии принято строить всей семьей. Брат мой старший, Рустама, дядя. Максим? Марат. У меня тоже вот дядя есть, так, Дмитрий зовут. Да? А Он чем тоже он там занимается? Строитель тоже? Нет, он недвижимостью занимается. Ну, не ручной труд, так скажем. Ну, а вот у нас стройка. Сейчас надо вот сюда плитку поставить. Это вообще сложно, не сложно как? Для меня не сложно, а для тебя, может, сложно будет. Ну, если что, вы мне там Ничего подсказываете, как, страшного. как правильно, да. неправильно. Макс, давай мы пока раскладывать будем эти плитки, да? Мгм. Я вот Сейчас переживаю, расколет. что я ее когда несу, я ее кладу, она иногда прям, ну так, падает немножко. Не страшно, не расколется Ну, плитка? Не-не, Да, вот эти углы осторожно, надо. Вот эти углы, они могут расколоться. Вот смотри, как надо клеить. Смотришь? Ну, постараюсь. Очень постараюсь. Ну, не толстый слой нужен, да? Как будто на хлеб намазываешь черную икру. Ну, то есть мы берем шпателем клей. Да. Сейчас бы. И примерно на Ты 20. что-то побольше? Да, нежно не надо, там нормально. Вот Ты возьми вот накидай так. пока блинчики, А потом их будешь размазывать. Сейчас бы, конечно, Это мы бы, да. блинчики называем. На хлебушек бы, да, хоть красенькой бы там, баклажанный там какой-нибудь. Нет, если бы, конечно, вы на канал подписались, да, все разом, там, с VPN, да, с каким-то там смотрели, я не знаю, что это такое, мне просто сказали это слово, я не понимаю, не разбираюсь, да, вот там еще Бусти есть, ссылочка внизу в описании, да, там 100 рублей платная подписочка в месяц. Да, конечно, если бы, да, вот так вот кто-нибудь бы подписался, да. Было бы, конечно, да. На сгущенку бы хотя бы хватило банку, да. Ну, я же говорю, сразу ловишь. Максим быстро учится, Максиму, ему один раз надо показать. Я со своей точки зрения сказать могу смело, что
Он толковый парень. Вот эту сторону вот так. Поднять мне ее, да, надо? Да, Держи, да. он тяжелее Так. сейчас. И ставишь туда. И вот сюда. Рядом прям. Дальше вот. Надо вот так. Так. Сейчас Палец расколет. у меня сейчас, минуту. Ничего страшного. Я доволен собой. У меня получается то, чем я никогда не занимался. Да, и теперь, если я буду делать ремонт в своем доме или в своем... Рогачевская, да, сгущеночки. Она есть еще, я ее в магазине видел. Да, видел в магазине. Такая, знаешь, ее, а потом еще как отварить ее, да? Сварил. Ой, как баночку открыл. Шоколадная. Это не ваши эти, как она... Это, спущенка-то в банках по 300 рублей. Нахера она нам нужна? Мы лучше такой отварим. О, да, вот это вот, как она там, это вот, с белками реклама была, помню. Да. В твоей квартире ко мне придут мастера. Я смогу шляпа. сказать, что, ребята, тут вы сделали неправильно. Я знаю, у меня уроки Северной Осетии как-никак за спиной. После укладки плитки Спартак поехал Аргумент. на работу, а Сабина со старшими детьми едет в магазин, чтобы организовать завтрашний О, сюрприз ко Нутелла, дню да. рождения мужа. Сначала выберем подарок, Потом за продуктами надо будет, да? потом посмотрим мясо, мясо выберем, потом продукты, потом уже самое главное торт. У нашего папы день рождения, подскажите, что ему можно подарить? Есть вот такие картины, есть ангелочки. Фейерверк лучше, мне кажется, прям вот настроение сразу поднимет. Да. Картину хотят Максим и Милена. Рустам хочет... Ну вот эти. между кувшином и вот этим фейерверк выбираю. В итоге вот остановились фейерверк. на картине и поехали за продуктами. А вот это вот сколько оно вышло? На 4000 ровно. И сколько там килограмм? 8400. 8400. Ничего себе. Ну, гостей у нас сколько там будет? Там Подожди, 4008. 13-12 будет у нас. Да. Так, и при выборе куда смотреть стоит? Ну, на жирность, на конечно. На жирность? Да. И На смотря цвет какое мяса. блюдо готовите, да? Да, А мы нам на толан на надо. толан. Вот на толан вам ребра, спинная часть. Хорошая? Нравится вам кусочек? Ага, Хорошая? давайте. Ну, выглядит 400 прям рублей. вкусно. Как. С мясом вообще нужно заниматься мужчинам. В нашем доме этим занимается мужчины. Конечно, Максим будущий папа, муж, и где-нибудь ему пригодится разделывать мясо и выбирать. Помимо мяса купили продукты по списку и торт. 500, да, Сабина получается, 500. спешит домой, чтобы успеть все приготовить. Не знаю, у нас сколько мы покупаем? Не знаю, вот крайний раз я ходил, наверное, по 350 у нас свинина. Хорошая говядина. Пятихату, наверное, ребята, она где-то, наверное, под пятихат, да. 480, 500 рублей. Да, что-то где-то так. До возвращения Спартака. Завтра нужно будет накрыть большой стол. Сабина с Миленой не успеют вдвоем приготовить все блюда, и там Сабина торт просит видал? Рустама с Максимом помочь ей с мясом. Будем готовить толан, и нужно рубить маленькими, небольшими кусками. Давайте. А это мы не будем рубить, будем варить целиком, 3 ребра. Там кость, ее надо, убрать, разделить. Максим сам вызвался попробовать разделать мясо. Еще сильнее. Ой, промахнулся. Ничего страшного. Она так и должна не рубиться особо. А то она что-то прям по идее, не идет как будто. По идее, должна разрубиться. Вот он, пошло. Уже лучше. Ты когда-нибудь резал мясо? Мясо резал, но не топором. Прям настолько нет, не резал, конечно. С мясом мне приходится часто возиться, потому что в доме уже такая ответственность переходит на сына старшего. Меня учил папа это делать, и потихоньку уже буду младших братиков учить этому. Я начинаю ощущать себя не просто гостем, который приехал из Питера. Я начинаю ощущать себя частью. У нас свинина... Да что ты, по 600 рублей? Что-то ты дорого сказал. Не-не-не. Хорошие, но вот я всю жизнь берем. Ну, я знаю, у кого я беру. То есть, как... Да не, 600 рублей в Подмосковье, да, это очень дорого. Много. Этой семьи. Может, не такой близкой, но все-таки частью. Я смотрю, вы так к папиному дню рождения готовитесь. Ну и стол ломится у вас, да, наверное, от блюд, от гостей. Ну, смотри, мы всех день рождения отмечаем. А папа сам любит день рождения? Ну, так. Папа у нас такой скромненький, такой
Он говорит, вот зачем мне, как зачем? Самого любимого папочку мы должны выделить. Я уверен, ему приятно от проявленного Очень. внимания. Сколько у нас споры такие в чате там разразились. Ну, подождите, ну, ребят, ну это от региона тоже зависит. Если там на севере, естественно, там подороже, наверное, будет у ребят. В Мурманске я жил, дорого. Тоже дорого всегда мясо было. Как-то мы, не знаю, ну это в какие года-то? Это в 90 каком-то году. Напишите. Давай спросим у людей. Что, они знают, они умные. Сколько килограмм свинины, килограмм говядины стоит? В комментариях надо будет посмотреть. Это интересно даже. Не, на севере по-любому дороже должно быть. Хотя, да не, дороже. Макс, а ты поздравляешь папу? Ну, я, честно, не до конца помню, когда у него день рождения, мне мама напоминает. Я ему могу написать, там, может, сообщение. Там. И делаешь подарок? Подарок нет. Ну, и на мои дни рождения тоже. Папа не особо звонит. Ну, каких-то подарков, там, ничего такого нет, конечно. Мне очень хотелось бы после этого эксперимента, чтобы Максим с отцом встретились. Я не пойму, вот это что за розовый цвет? Они подсветку, что ли, поставили? Что вот это, фон такой сзади? Поговорили. Это первый шаг, может, будет к сближению. Ну, хотя бы попробовать. Если так случится, то я безумно буду счастлива. И наша семья тоже будет очень счастлива. Столько дней у вас, там, всего ничего, а столько уже всего умею. И баранов пасти, и с пацанами бороться тоже. И мясо вот резать теперь. Ну, резать, выбирать, конечно, очень нравится у вас здесь. Мы очень рады. Аж потел, пока я его резал. Ну, уже хорошо получается, молодец. Спасибо. Мы с Максимом как-то постепенно нашли общий язык, сдружились. Несмотря на разные... Слушайте, ну я от себя хочу сказать, что не настолько пацан и запущен. Просто ему с самого начала сказали, как положено, но он особо газовать не стал. Ему просто зашли один раз, сказали, музыку выключи, сейчас ребенок еще раз проснется, тогда ты вообще спать перестанешь. Вот и все как. Характеры разные, Чего? города, так Нормальный скажем. парень. Мы находим общие темы разговаривать. Перекусили на ходу, прямо во время готовки. Спартак задержался на работе и пришел, когда все уже спали. Что, нормальный парень? Наступил последний день эксперимента по перевоспитанию 17-летнего Максима Гурбанова в многодетной семье Акиевых. Сегодня у главы семьи Спартака день рождения. И мужчины отправляются с утра готовить шашлык. Гостей будет много, и на помощь пришел двоюродный брат Спартака Георгий. Максим тоже захотел поучаствовать. Вот так разложили, вот куски, вот соль, черный перец. И точно так же вот эти куски наверх, на них. В своей семье я такого никогда не ощущаю, потому что мама редко бывает дома, как и я. За мужской стороны забытым как бы следит только дядя, когда он со мной. Ну, важно понимать, что у него своя семья. В моей голове появляются новые Хорошие мысли. кусочки какие. Как будто бы что-то меняется по отношению к людям, по отношению к профессии своего отца. Вот так складывай, смотри. Вот так. Угу. Не, парнишка-то на самом деле смышленый. Ему один раз сказали, как он сделал. И плиточку сделал, и это сделал. Есть же вообще кто в кому впадает. И вперед к мангалу. Чтобы запашок пошел. О, все. Хватит. Подожди. Так главное, чтобы угли не загорелись. Вот Георгий сверху соль сделал. Что на уголь соль делаешь, чтобы он не давал ему, он не дает соль ему загораться. О, да, вкусно, вкусно, очень вкусно пахнет. Я свой день рождения не особо люблю. Всегда мы с Сабиной... Я смотрю на Спартака, у меня вот один в один такой же. У меня когда, знаешь, подходит дата дня рождения. Да, кстати, сегодня у меня, ребят, как раз в день выхода ролика, да, у меня получается день рождения. Да, спасибо огромное. Конечно, за лайки, там, за поздравления, да. Приятно, ребят, приятно то, что не забываете. Ну, так вот, и знаете, вот, я хочу сказать следующее. То, что я вот эти вот праздники, я не особо, знаете, вот, любитель. Я как-то всегда, мне хочется, чтобы они поскорее прошли. Не знаю почему. Вот эти все застолья, вот это вот долгая вот эта история. Я как-то мне, наоборот, знаешь, спокойно, когда вот это вот нет вот этих вот праздников. Вот, с днем рождения. Спасибо, ребят, спасибо. Уже, ну, заранее, конечно, не будем, да. Но вот как раз ролик выйдет вот этот вот. И вот я думаю, ребята там лайком, да, поставят, да, подпишутся на канал в честь такого все-таки праздника, да. Ох, да. С Ругой ругаемся насчет этого. Она приготовит много-много. Чего 7 ноября? Ну, по китайскому календарю. Чего ты начинаешь? Что, жалко? А чтоб я не видел, все-таки детей много. Ну, а как мне им еще сказать? Их
40 с чем-то процентов, 48 что ли процентов. Захожу на канал, 48 процентов не подписаны, смотрят. Сидят, пиво пьют. Ну, как еще-то? Я все равно уважаю даже то, что так смотрят. Ну, надо подписаться-то. 48%, мой хороший. Это сколько миллионов человек? Если каждый вот так вот палец подписаться прожмет и уведомление, вот этот колокольчик, это и все, да. И чтоб много не тратить. А я знаешь, что на 3 миллиона подписчиков приготовил всем? Не знаешь. Уже 8-й год уже с вами вместе. 8-й год. Я там приготовил такое. Я потом не расскажу, ладно. Как-то хочется сэкономить деньги. А лучший мой подарок, когда все наши родственники, все дети, детишки здесь бегают, играют, все собираются. Кто-то шашлык жарит, кто-то мама с пирогами идет. Вот это все меня радует. Начинают собираться гости. Сабина и Спартак предупредили их, что семья участвует в съемках реалити и что у них живет подросток-мажор. Максим, это моя большая семья, знакомься. Это отчим мой, Славик его зовут. Это Максим, мама моя. Да, я обниму его. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Георгия, супруга. Это дочка рядом. Это дочка Амага. Марата дочка. Это мой младший брат Игорь. Максим. Марина Марата супруга. Да, большая, очень большая семья. Так. Еще это половина. Есть у меня отчим. Он нас принял как своих родных. От отчима у меня еще брат есть родной. Никогда в жизни не было такого, что мы сказали, что нет, ты наш свод. У нас, я когда маленький был, вот у нас вот так же вот. Нас народу собиралось, я не знаю, сколько человек. Это на улице столы выносили. Это, ну, не сесть всем. Или в 2 захода в доме были. Потому что, когда картошку сажали в несколько семей, всегда все вместе были. Да, там все приходили, дедушки, бабушки, 150 человек. Одни поели, ушли, посуду помыли, вторые поели. Я не знаю, сколько было человек-то. Я не знаю, мне кажется, человек 20, наверное, точно. Да, одни ушли, что-то пришли туда-сюда, туда-сюда. Дети, тут все тут гурьбой. Так идите лука принесите, как муравьи там. Что-то все бегают, раз все сели. Все, покушали, фух, опять всех нет никого. Вот зато весело было, хорошо, да? И с Маратом. Нет, он родной наш. Он при нас родился, при нас вырос. Не родной. Такого слова нет у нас. Макс, мы сейчас 3 тоста сказали, обязательно их надо по-своему. А я тебе сейчас объясню вкратце. Сперва говорят за большого Бога обязательно. Потом 2-й тост бывает за святого Георгия. 3-й тост бывает обязательный за Мать Марию, которая наших детей оберегает. Да. Я, с вашего позволения, возьму слово поздравительное. Последнее или какое? Я просто не услышал. За этим столом. Хотелось бы поблагодарить семью за такое гостеприимство. Даже я тепло, напрягся. такой уют, проявленный ко мне очень приятно. Вот буквально несколько дней, которые здесь я провел, я могу проявить только уважение к Спартаку. Я вижу очень дружную, очень большую семью, очень любящую семью. И, честно, у меня прямо глаз радуется. Это хорошо, что радуется. Да, как будто вы уже моя семья. Сейчас растрогаешься. Я тоже. Да нет, ну правда, я сам очень растроган. Эти 4 дня пролетели так быстро. Мне вот стало грустно. Мы прям, я могу сказать... Да ладно, ну чё вы? Ну чё, молодец. Чего, ты бы сидел бы, побоялся встать. Чё ты начинаешь-то? Нормально пацан встал, ну чё, как смог, так сказал. Чего вы все? Сразу накинулись. Молодец, серьгу снял. Да, уже не пират. Что он нам близким человеком стал. Максима, как дорогого гостя, попросили вручить Спартаку подарок от всей семьи. С днем рождения! И вот подарок вам такой небольшой. Вау! Тему. Красивая такая. В тему попал. Это сильнейший подарок. Сильнейший подарок. С днем рождения. Я вас С благодарю. днем рождения тебя еще раз. Для гостей сегодня танцуют родственницы Спартака Акеева. Между собой девушки родные и двоюродные сестры. Чего себе?
Это что Ой, танцы какие красивые. Я к Маге, когда приехал в Дагестан, я говорю, Мага, что делать? Я говорю, у нас-то как обычно. Все начинается это, вот эти вот, как его, тамада хорошие, конкурсы хорошие, вот это вот, карандаш в бутылку, вот это вот, ебатория. Я говорю, у вас-то как правильно? Я говорю, расскажи. Он говорит, Лех, сиди, пожалуйста, я тебя очень прошу, говорит, ничего не делай. Очень тебя прошу, говорит, по-человечески, говорит, не начинай. Я говорю, Мага, ну я могу это? Он говорит, не надо, просто посиди, пожалуйста, посмотри на красиво. Как вышли вот эти с барабанами, там как начали танцевать, плясать. Ой, очень красиво, очень красиво. Кто не видел наше путешествие в Дагестан, обязательно посмотрите на канале, да, все есть. Да, очень красиво. Ля. Максим выскочил танцевать, забавно получалось, но все-таки приятно, что он не стесняется так людей. Допустим, я бы так не сделал, не смог. Максим. Макс. Родной, все, прекрати, пожалуйста, крайний день, не надо. Не надо. У меня тоже немножечко, может, не в тематику, но свой музыкальный подарок, как от диджея. Немножко современной музыки, может, потанцевать. Вот так вот. Давайте сделаем. Максим решил не только устроить диджейский сет, но и научить Рустама стоять за пультом. Вставай. И вот этот ритм, да? Просто один раз просто нажми вот так прям, может, по ней посильнее. У нас за пульт встает Рустам, я тут ни при чем. Рустам. И вот нажми просто один раз, включи песню, вот один раз. Видишь, мотив поменялся. Так, теперь давай на паузу поставим. Понравилось? Да, очень необычно. Это очень грустно. Я понимаю, что не хочу уезжать, хотя никогда бы не подумал, что скажу это. В начале эксперимента меня немножко раздражало, что происходит вокруг, но сейчас я настолько сплотился со всей семьей, со Спартаком, с Сабиной, с Миленой, с Рустамом, что не хочется покидать эту семью. Грустно то, что Максим уже улетает домой в Питер. Блять, я знаете, что сразу припоминаю? Это самый, вот, я не знаю, сейчас, наверное, уже нет такого. Вот кто постарше, тот меня поймет. Помните вот те самые моменты, вот когда сидит, да, вот большая компания, какой-нибудь праздник, там день рождения, там у бабушки, там, я не знаю, у мамы, еще у кого-то. И вот это вот, ты такой малой, и бегаешь, и вот это вот. А сейчас Алешка наш расскажет нам стишок или споет песенку. И ты такой сидишь с ложкой салата, думаешь, блядь, я не хочу, это сейчас начнется. И ты такой выходишь, говоришь, сейчас, да, давай, ну давай, мнешься, вот это вот на стульчик встань, вот это начинается. И вот это вот пам-пам-пам-пам-парара-па-па-пам. Алешка, молодец, да. И ты такой, ой, и вот все сидят вот так вот. Ой, наш солнышко, мамина радость, папина гордость. И ты такой выходишь, говоришь, за что мне это? Я не хочу стишок. Вот, а одеваться некуда, да, потому что, да, оно вот, стишок не рассказал, потом санкции, да, будут введены в доме, да, так что стишок это святое. И ему грустно то, что он улетает, и мне грустно, и было бы очень славно, если бы он... Такой, это кринж детства, это, я не знаю, это тот... Все, я вспомнил. Ща разрывная будет, 9 класс. У нас пацаны, я в том числе, ходили на брейк-данс. Помните, да? Фристайла. Вот это вот арголитолист. И вот начинается вот это вот содомия, блядь. И у нас, короче, училка в школе говорит, ребята, у вас есть незабываемая возможность хасануть, исполнить ваши вот эти, куда вы ходите. Современные. Будут все мамы, все бабушки. Я говорю, ох, блядь, на сцене актового зала. Я говорю, ну сейчас начнется Рака Макафо, да, вот эта черепаха, вот это вот.
Ой, у нас Женька дурак на башке крутился. Я говорю, да, умный парень, да, между прочим. И все такие, а может быть не надо? Она говорит, у вас также есть уникальная возможность сходить на репетицию и косануть от уроков. Я говорю, вот это деловой подход, вот это вот уже, да, давай. Вот, и вот это вот, когда началось, вот это вот, естественно, под музыку фристайло. И я просто, понимаешь, вот мы стоим, вот на все вот это смотрим из-за кулис. Я вот вижу вот лица родителей, я думаю, господи, я говорю, как это вот, понимаете, вот этот кринж, да, вот это слово, вот это современное. Там был не кринж, там было что-то просто потрясающее, потому что половина родителей, у кого дети занимались, они хотя бы представляли, что это такое. Другие пришли, бабули по 70 лет, они вообще не понимают, что происходит. Они говорят, наркоман, что это такая срамота, это такой стыд и позор, а все стоят, давайте поддержим наших детишек. Ох, бля. Я говорю, не надо, вообще можно уйти, я не знаю, куда-нибудь в закат, я не знаю, из жизни, чтобы не видеть это вообще, это ужасно. Но все нормально, все закончилось. Это ужасный, это вообще просто. До конца праздника Максим остаться не сможет. Через 3 часа самолет. Пора прощаться. Мне пора вылетать уже. Время у меня. В общем, приходится мне от вас уезжать. Не знаю, даже до вечера не хватит времени, чтобы вас поблагодарить. Огромное спасибо, Спартак, вам большой, вашей семье. Очень многие вещи пересмотрел, конечно. Может, полностью я красавчик и не изменился, как бы, да, но некоторые вещи у меня в голове уложились по поводу семьи, по поводу традиций. 4 дня мы как привыкли к тебе. Такой хороший, молодец. Я еще раз говорю, парень неплохой. Да, только да, и глухой. Тоже, на самом деле, очень привык. Даже очень мне сейчас грустно от вас улетать. Нам тоже. Ну, время. Ничего, еще прилетайте ко мне, все в Петербург большой семьей. Место есть. Не забывай. Конечно. Надо будет личный самолет полностью же. Да сделаем, без проблем. Место есть, куда всем поместиться. Я к вам еще прилечу обязательно. Будем с вами на связи. Мне кажется, Личинку, говорит, замок смени. представление этой семьи о мажорах столичных немножко разрушилось. Так как ты музыкант, это маленький подарок от нас. Спасибо. Это вот. Вот тебе, говорит, ложка столовая, будешь по батарее ей стучать в такт. Трещот есть. Да. Вот эти те самые. Да. Да. Буду дома. Спасибо вам огромное. Спасибо всем. Спасибо. Ты точно не хочешь стишок рассказать? Огромное. В начале поездки я был очень скептически настроен и был уверен, что ничего не поменяется. Но сейчас в моей голове перестройка. Я понимаю, что, например, не стоит делить людей на бедных, на богатых. Пройдя все на собственной шкуре, вот это мажорное высокомерие, оно бесполезно. Этим Поскромнее высокомерием надо быть, ты вот это рушишь правильно. себе взаимоотношения с потенциально интересными тебе людьми. Быть может, из-за того, что ты задрал подбородок выше, ты потеряешь своего близкого друга на всю Не-не-не, бороду надо пониже немножко держать, а то выключить могут. жизнь. Откуда вы знаете? Мне это много дало понять. Помните меня, не забывайте. Еще приедем. Счастливой дороги, хорошего полета. Пока-пока. Хорошая семья, мне очень понравилась. Вся наша семья Молодцы, привыкла к нему. И не Добрые, хочется, хорошие. как бы, чтобы он уезжал, конечно. Правильные, но хорошие там семьи. мама ждет, и он скучает уже по семье. Очень хорошо. Батек, да, сказалось красавчик, на в одного него тащит эти 4 всю дня, всех. И он много чего понял. Конечно, совсем не можем поменять подростка в 17 лет. Чувак в чате пишет, вобля заливает, как каток перед морозами. Который уже сформировался. Чего ты начинаешь? Может, он Но от над души? чем-то он задумался. Над Мне чем-то. кажется, что этот эксперимент очень хорошо придумали. Эксперимент завершен. И впервые Красота, за видел, 4 дня Максим Гурбанов может поговорить со своей семьей. Привет, мам. Привет, Димон, привет. Ты живой? Все хорошо, у меня тут весело, вот уже возвращаюсь домой, в аэропорт еду. Я тут и овечек пас, и плитку укладывал, и на борьбу ходил. Тебе понравилось? Очень мне нравится здесь, и на очень многие Серега уже вопросы я для себя ответил, и мнение на многие вещи у меня изменилось. Конечно, вот я попал в рабочую семью. Да-да, первый вопрос, ты живой? Поменялось мнение абсолютно про таких людей. Теперь умею закручивать гайки. Конечно, стереотипы
стереотипы для меня разрушены в этом плане. Вообще не верю. Полностью изменил мнение. Мне не верится, сынок. Тут деньги особо не решают. Вот у меня нету денег, да, как бы у меня отняли карточки мои, наличности все. Но, честно скажу, я даже этого и не заметил. И можно жить по-другому и также счастливо. Я тебя не узнаю, Максим. А я как раз его узнаю таким, каким вот он был раньше. Я так тобой горжусь, я так рада вообще за тебя. Ты большой молодец. Нас опять набалует. Спасибо, мамуль. Я вас люблю очень, скучаю, но мы с вами скоро увидимся. Да, и Мы тоже тебя любим. мы тебя очень ждем. Я очень рада, что мы обратились в этот проект. Никогда бы не подумала, что Мы тебя очень любим. такое маленькое количество дней может сыграть такую кардинальную роль. Спасибо проекту. Нет, ну, конечно, я еще раз повторяю, если бы вы позвали, да. Там бы 2, я думаю, дней бы нам хватило, чтобы с Максимом найти общий язык. Ну, а кто ждет следующую серию, я могу сразу вот записать. Да, давай 10 тысяч лайков, и мы сразу пойдем записывать еще одну серию. Она, тем более, уже вышла на канале Ю, кстати. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Ну, или дождитесь, когда вместе с вами посмотрим. Всем удачи, всем пока. С вами, как всегда, был я, Леха, Хартплей. Спасибо за подписку. Пока-пока. И титры. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.